привет! С вами Татьяна Лещенко, и я расскажу вам сегодня, как сделать творожное суфле. Для этого нам понадобится полкилограмма творога, 200 грамм сливочного масла, сахара примерно 150-200 грамм, печенье у нас идет 200 грамм, любого печенья, желатина нужно 20 грамм, клубнику мы берем грамм 700, наверное, потому что она у нас идет на украшение. Также у нас на украшение пойдут листья мяты. И еще нужно будет нам 50 грамм молока для того, чтобы развести желатин. Так, для начала нам нужно развести желатин, дать ему набухнуть, потому что мы его потом будем еще разводить на огне. К нему добавляем молоко и оставляем его набухать. Следующим планом у нас идет печенье. Нам нужно будет его сейчас измельчить в блендере. Теперь нужно растопить сливочное масло, чтобы его сюда добавить. И теперь нужно соединить с печеньем. Теперь соединяем масло с печеньем. И нужно очень хорошо все перемешать, чтобы была однородная масса. Вот эта масса уже готова для того, чтобы ее выложить в форму. Так, для этого нам нужно взять разъемную форму и пищевую пленку. Форму мы будем обматывать пленкой для того, чтобы потом нам удобнее было вытащить наш десерт. Вот таким вот способом можно обернуть края. Для чего еще нужно обматывать? Для того, чтобы клубника не соприкасалась с железной поверхностью, потому что она от этого темнеет. Форма должна быть раскрыта. Когда мы ее обматываем, она должна быть у нас в раскрытом виде, потому что потом нам надо будет ее защелкнуть. Приложили, подвернули, поставили вот этот наш ободок и защелкнули его. Теперь вот в нашу подготовленную форму нужно выложить печенье. В этом деле важно хорошо утрамбовать, потому что когда он будет стоять в холодильнике, масло схватится с печеньем и все будет однородной массы. Наша основа готова, теперь дело за творогом. А сейчас нам нужно распустить желатин для того, чтобы его добавить в творог, и таким образом мы получим суфле. Желатин у нас уже разошелся здесь, осталось его довести до желеобразного состояния, но тут важно еще не передержать на огне, чтобы оно не закипело. Желатин, когда расходится, мы дождемся, когда начнут появляться маленькие пузырьки, то есть это уже момент, когда он собирается у нас закипеть. Вот в таком состоянии его желательно влить в творог, но ему надо дать немножко остыть, потому что он еще слишком горячий. Теперь мы добавляем сахар в творог. Вообще-то здесь у нас сахара 200 грамм примерно в стакане, но мы будем ориентироваться по вкусу. Сначала я смешаю ложкой. А теперь можно делать это блендером погруженным, это очень удобно. Когда мы погруженным блендером измельчаем творог, он приобретает нужную консистенцию. Поэтому вы можете покупать совершенно любой творог. Теперь добавляем наш желатин, он еще пока в нужном состоянии, но уже не сильно горячий. И быстренько это все перемешиваем. Все, наш творог готов. Теперь осталось дело за клубникой и за украшением. Теперь нам нужно разрезать клубничку напополам, для того, чтобы ее уложить по окружности нашей формы. И начинаем украшать. Надо установить клубничку срезом наружу. А оставшуюся можно разложить на дно и залить потом это все творогом. Вот наша клубничная основа, на которую мы будем выливать творог. Наш творог готов к тому, чтобы его выложить в форму. И я еще хотела бы добавить, что если вдруг у вас он загустел раньше времени или получился немножко густоватый, его можно разбавить молоком. Аккуратненько разровнять так, чтобы творог придавил нашу клубничку. Наш почти готовый десерт, который мы сейчас уберем в холодильник, а украшать будем, когда он уже схватится.
Наше суфле застыло. И осталось его немножечко украсить. Для этого нам необходимо всего лишь шоколад и клубника. Шоколад натрем на терке. И украшаем клубникой. Для украшения, кроме клубники, мы берем еще мяту. Она всегда помогает нам в таких десертных историях. Теперь остался последний этап. Это аккуратно извлечь и положить на блюдо, чтобы мы потом могли его разрезать. Раскрываем замок. И аккуратно его вынимаем. Наш десерт готов. Приятного аппетита и до новых встреч!